Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова увидеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу показать вам свою любимую и обожаемую косметику, которую я так бережно собрала в косметичку. Это та косметика, которую я просто невероятно полюбила за это лето, которой я пользовалась и буду продолжать пользоваться осенью, а может быть даже и в октябре, потому что она классная, она суперски работает и, главное, создает этот эффект сияющей, красивой, подсвеченной холеной кожи, как у меня сегодня в этом видео. Поэтому, пожалуйста, если вам интересно, то подписывайтесь на канал, оставайтесь, несите вкусняшки, все, что вам поднимает настроение, и давайте скорее смотреть. Как я уже сказала, этим летом мне хотелось чего-то невероятно сияющего, красивого и подсвечивающего. Поэтому большинство средств, они будут вот с такой направленностью. И, честно сказать, этот макияж, он сделан как раз-таки этой косметичкой. Поэтому, если вам интересно, то я поделюсь в следующем видео. Обязательно пишите в комментариях. Мы сделаем свой макияж, все лайфхаки посмотрим. И вообще все будет так классно. Я решила снять это видео в начале сентября неспроста. Потому что как раз все лето я все это тестировала, смотрела, носила. И, честно говоря, осень для меня вся такая переходная пора, и я не совсем понимаю, когда, значит, осень, и мы сразу такие темные бордовые губы, сразу у нас кожа такая матовая. Нет, еще самое время, чтобы поносить все такое красивое, подсвечивающее, с легкими текстурками. Мне кажется, самое важное. А главное, я знаю, что многие сейчас собираются в отпуск, и я думаю, моя косметичка им пригодится. Может быть, купите что-нибудь с собой и будете радовать себя где-нибудь на берегу чего-нибудь таинственного, загадочного. Давайте, наверное, приступим и посмотрим, что у меня есть. Наверное, начнем с самых больших каких-то историй моей косметички, чтобы они не занимали много места, и начнем с этой прекрасной палетки от Huda Beauty. Я ее в последних видео очень часто использовала, и очень часто использовала ее при создании каких-то летних, красивых макияжей, потому что здесь есть несколько оттенков, которые просто невероятно красиво смотрятся на ваших глазах. Например, вот этот оттеночек, который у меня вот здесь сейчас, да, в уголку глаза, это Moon Magic. Он просто какой-то фантастический. Смотрите, я сейчас сделаю свотч и нанесу на руку, и вы увидите, что это такое очень красивое сияние, которое просто очень красиво смотрится. То есть это можно использовать как топпер, можно использовать непосредственно как какие-то акценты в вашем макияже. Но вот за один этот оттенок я могу очень сильно Huda похвалить и сказать, что прям любовь с этой палеткой у меня обеспечена. И мне очень нравится оттенок Self Love, он такой сплитовый, да, то есть здесь у нас и немножко какой-то бронзовое сияние, и белый, нежный такой жемчужный свет, и все вместе это тоже смотрится все очень красиво. То есть да, здесь есть розовое какое-то, да, сияние, потому что это все-таки у нас розовая палетка, но смотрится красиво. То есть в таких макияжиках легких, каких-то повседневных можно классно использовать это все как подложку и рисовать, например, стрелочку или лепить блески, как вы видите сейчас у меня на моем лице. Далее тоже, если мы говорим уже про блески, если мы говорим про тени, то стоит отметить тень от Bernovich. Я пополнила свою коллекцию спарклов, купила еще несколько вот таких оттеночков, и, как вы видите, еще купил кейс, потому что без кейса это очень сложно и напряжно. Я, наверное, покажу самые мои любимые оттенки, которые просто, ну, фантастические. Они такие мягкие, такие крутые и так красиво смотрятся на ваших глазках, вот именно как топпер, да? То есть мы нанесли любые кремовые тени и непосредственно все это подсвечиваем. Смотрится просто фантастически. Мы обязательно еще сделаем отдельный обзор на Bernovich, посмотрим, сравним. Но вот эти оттеночки, они самые-самые красивые. Мне кажется, одни из самых ходовых, да, то есть если говорить про визажистов, если говорить про тех, кто увлекается макияжем, то эти оттенки просто must have. Далее, если мы говорим про какую-то подсвечивающую красивую кожу, то здесь, конечно, это хайлайтеры и подсвечивающие пудры. Давайте начнем, наверное, с пудр. И тут у меня в фаворитах две мои любимочки, мои просто фантастические помощницы. Это палетка от Hourglass. У меня есть отдельный обзор, поэтому посмотрите, если вам интересно. Здесь я использую, сразу скажу, не все оттенки. То есть я люблю пудру, вот светоотражающую пудру, да, вот у нас два оттенка представлены, и я люблю румяшки, потому что румяшки прям круто, они так здорово смотрят, здорово сияют, и они такие кремовые. Конечно, у меня тут все уже немножко испачкано, да, нашими прекрасными спарклами, но они прям такие нежные. Вот, мне кажется, вы даже сейчас не увидите. Посмотрите обзор, правда, мы там полностью красимся этой палеткой, смотрим. И, кстати, сейчас тоже бронзер вот из этой палетки, он тоже будет абсолютно в тему, потому что он красиво смотрится, да, на загорелой коже. Я думаю, что как раз в сентябре те, кто съездил, успел загореть, те, кто еще не успел загореть, это хорошая возможность сделать иллюзию, почему бы и нет. Потому что один раз нарисуете, на следующий год будет свой загар. Я такого мнения придерживаюсь. И второе, это светоотражающая пудра. Она тоже у нас с такими частичками сильно подсвечивающими, я бы сказала. Выглядит вот достаточно матово, но если мы это все
разнесем, вот вы увидите, да, что буквально здесь вот у нас оно чуть-чуть растворяет цвет, оно чуть-чуть подсвечивает лицо и делает его более красивым, менее уставшим. Это важно, особенно после работы. Вот, поэтому очень красиво. Я вообще полюбила броншик, и сейчас я жду огромную посылку, простите. Да, просто куча этих средств, и мы с вами сделаем отдельный обзор, посмотрим, потому что я купила сначала одно средство от Шика, поняла, что красиво. Купила второе, и, блин, мне нужно все. Поэтому, правда, у Шик очень классная косметика, особенно радует, что это русская, это все наше родное. Конечно, производится он не в России, в основном в Италии, но все равно прям очень красиво, очень здорово. Многие, кстати, сравнивают ее с Hourglass, вот именно эту светоотражающую пудру, но по мне она немножко по-другому действует. То есть это она больше так вуалью ложится и смотрится именно как пудра. А вот Hourglass как-то вообще незаметно. Ну, вот разные, они разные, мы с вами сравним. Они разные, но тем не менее, эта пудра тоже очень классная. Но я хочу вас уберечь, потому что я совершила ошибку, невероятную ошибку. Я заказала пудру в оттенке medium. И, казалось бы, наверное, знаете, когда у меня более какой-то, когда бронзер использую, когда более полноценный такой макияж, она вроде как хорошо встает. А иногда я прям вижу, что она немножко мне затемняет. То есть, когда ты делаешь контурирование, да, ты рисуешь скулы, ты делаешь румяна, хайлайтер, что-то высветляешь. И потом, когда я наношу эту пудру, немножечко все ровненько становится. Ну, то есть, как бы оттенок он мне подходит, но вот если бы он чуть светлее был, даже, наверное, знаете, он бы мне меньше подходил, но он именно бы высветлял. И я теперь понимаю концепцию вообще Натальи, когда она рассказывает, что 0,1, ну, там есть слайд, да, 0,1 пусть будет, когда вы лайтом что-то осветляете, а медиум затемняете. Когда девчонки очень светленькие, им даже рисуют, да, скулы этим, бронзер пудрой. И, наверное, в этом и есть смысл этой пудры, потому что я тестировала в «Золотом яблоке», я тестировала лайт, и, знаете, он инородно смотрелся, то есть, особенно, когда все плотная кисть. Вот плотная кисть, шлифовочная какая-нибудь, да, потому что мы обычно пудру, чтобы матово было, чтобы красиво. И вот я дошлифовала и выпилила лицо. А когда лицо слишком выпилено, это тоже, знаете, не очень красиво. Это как будто ты немножко в муку окунулся и параллельно устал очень сильно на работе. Поэтому я решила, что я возьму, наверное, потемнее чуть-чуть, я думаю, я подзагорю. И в целом, ну, как бы сейчас вот даже она, вот сейчас она тоже на мне, она смотрится вполне себе ок. И вот скульптурирование осталось, да, и все осталось красивое на нашем лице. Но все равно, наверное, купила бы лайт, а лучше обе. Лучше обе и не мучилась. А дальше, если мы говорим про Наталью Шик, то еще хочу показать одно средство. Это Perfect Sculpture, и он просто фантастический, он невероятный. Наверное, если вы меня спросите, типа, даже насколько вот можно нарисовать такие прям боевые скулы, я скажу нет. Потому что он просто самый нежнейший на планете. Такой нежный, такая текстурка прям, вообще. И смотрится, вот я делаю свотч, а его практически не видно. Потому что он с небольшим таким серым подтоном, я не знаю, как сделать свотч, друзья, он очень, вот невозможно, его не видно. Я потом попробую, может быть, подснять, но он такой очень шелковистый, очень нежный, при этом он дает правильную тень аккуратно, и что классно, он смиксовывает все средства на вашем лице. То есть, если что-то пошло не по плану, если что-то где-то не так, как вы хотели, например, вы не мастер тушевки, или не заладилась, или кисть плохая, или румяна. То есть вы потом все это просто осторожно втушевываете и придаете такую красивую тень. Я его использую вот после того, как я сделала корректирование лица, да, когда мы скульптурирование сделали, когда мы сделали непосредственно румяшка, хайлайтер, и потом я это все зашлифовываю. Это придает дополнительную тень, придает какого-то такого загара даже, потому что, да, это все-таки бронзер, и при этом он все так втушевывает, и вы будете вообще на $1 000 000, прям советую. А дальше моя самая, наверное, сильная любовь, которая случилась этим летом, и, кстати, я за нее должна благодарить мою подругу, которая подарила мне сертификат, конечно, я чуть доплатила, но все равно это просто невероятный хайлайтер от Dior. Когда мне все говорили, что они пользуются этим хайлайтером, я думала, что это веяние ТикТока, и это фигня. Беру свои слова обратно. Это так красиво. Здесь все 4 оттеночка, они абсолютно разные. И это разное сияние. Где-то больше такие, да, блески, которые не перетекают друг друга, они прям блески. Какие-то здесь более с таким влажным сиянием, какие-то шиммерные. Они абсолютно разные, и они так классно и красиво дополняют друг друга. И именно если вы любите какую-то, да, немножко розовинку в вашем макияже, если вы смотрите в сторону каких-то розовых макияжей, нежных макияжей, да даже бы нюдовых, это очень красиво смотрится. Друзья, пожалуйста, если вы еще не подписались на канал, то я убедительно прошу вас это сделать. Это очень сильно мотивирует и позволяет мне двигаться дальше. И кто знает, когда-нибудь, может, я наберу и 1000, и 100, и очень много подписчиков. Поэтому, пожалуйста, буду очень рада вашим комментариям. Всех люблю.
И даже если вы сейчас смотрите и думаете, Даш, ну розовый хайлайтер, ну я люблю все такое, нюдовое, обычное. Поверьте, это так красиво смотрится. Это не смотрится, как будто вы нарисовали, как Джеффри Стара, такие белесые, голубые, фиолетовые скулы себе, их из космоса видно. Да, вас будет видно из космоса, но при этом это нежные розовые цвета, они такие классные. У меня оттенок, не оттенок, точнее палеточка номер 004, и она одна из самых популярных. Еще, по-моему, 001 все любят, но там, знаете, вот если бронзер, он там явный бронзер. Если румяна, как будто бы румяна. А здесь они все более нежные. Я сейчас давайте сделаю небольшие сводчики. Мы с вами хотя бы на пальчиках посмотрим. Вот смотрите. И я их все использую как хайлайтер. То есть они очень аккуратные, очень нежные и такие прям, ну, просто вообще потрясающие, потрясающе красиво. Я прям очень люблю. Сделаем с вами отдельно, так, у меня там один оттеночек наслоился, но мы сделаем с вами тоже обзорчик, посмотрим, потому что я еще не тестировала эту палетку, но я даже вот этот розовый, да, вот он смотрится розовым, а знаете, как красиво? Ну, то есть переносится без цвета, то есть какой-то подложки розовой у вас не будет. Но при этом, если у вас розовые тени, а если вы смотрите меня и знаете лайфхак, что мы хайлайтер, румяна, да, вот сюда дублируем, то тогда вообще просто фантастика. Еще, кстати, очень классно, да, как тенюшки смотрятся. Поэтому этот хайлайтер просто, вот если у вас будут деньги и вам подарят сертификат, возьмите. Будет вас сильно-сильно радовать. Следующее средство я долго думала, включать или не включать, потому что его нигде уже не достать, и это просто какой-то раритет, который, возможно, уже испортился, но пахнет хорошо. Пока прыщ не появится, не выброшу. Ладно, на самом деле, это уже вторая банка тоже, не такое прям древнее, но мне кажется, пора уже ему отправиться кое-куда, но все равно он еще со мной, потому что его больше не выпускают. Он такой фантастический, Беку закрыли, потом Беку выкупил Smashbox. Smashbox, что-то там, Love Becca делает, по-моему, корректоры под глаза, такие, да, розового тона, и пудру светоотражающую, видно, там тоже, помню, сияющая была. Но этот хайлайтер, или база, или тон, больше она, к сожалению, не производит. Я не знаю почему, но я видела, что до сих пор у байеров можно купить и такую версию, и travel-версию. Главное, конечно, смотрите на срок годности, потому что иначе, ну, никто не знает, чем это закончится. Но я ее просто обожаю. Вот до последней капли она будет у меня, потому что это очень красиво. Конечно, можете найти аналоги, я почему хочу показать, потому что уверена, что можно приклеить какой-то аналог, он будет немножко другой, но вы поймете суть вообще всего. То есть это... Что у нас тут написано? Ну, просто написано, что жидкое, шиммерный какой-то Skin Perfector, но это реально perfect, это просто идеально. Вот, и это очень красивое жемчужное сияние, которое можно использовать разными непосредственными методами. То есть вы или это наносите как небольшую сияющую базу, вот, например, здесь давайте, да, то есть если у вас кожа классная, нет высыпаний, вы не боитесь того, что вы будете светиться как блинчик, мы это с вами любим, то видите, вы наносите это просто как базу. Наносите как базу на лицо, и потом наносите тон. И у вас будет уже подсвеченное лицо. У вас будет такое сияние, которое будет сквозь тон пробиваться, и вы будете выглядеть загорелым, свежим, классным, отдохнувшим. Если вы боитесь, не хотите быть жирным блинчиком, или у вас есть высыпание на лице, или просто не ваша история, вы берете эту капельку, смешиваете с тональным средством, да, и наносите. И ваш тон, даже самый матовый, самый такой убийственный тон, который, казалось бы, не спасти, за счет этого сияния будет вытянут, и он будет очень красиво подсвеченный. А если вы просто хотите его использовать как хайлайтер, сейчас уже, конечно, не самая хорошая история, потому что у меня здесь пудры много, но тем не менее, видите, наносите пальчиками, где хотите, и все. И дополнительно подсвечиваете что-либо, да. То есть мы либо используем как базу, либо мы используем как хайлайтер, либо мы смешиваем какие-то наши любимые средства, которые, может быть, чуть-чуть более матовые, как нам хотелось бы, или в определенный период времени, но это очень красиво. Поэтому, пожалуйста, если вы видите какие-то, да, вот такие базы, очень, кстати, классная, Influence Beauty, я вот не помню, как он точно называется, то ли тональные средства со светоотражающими частицами, то ли он так и позиционируется, как какой-то Skin, тоже перфектор, который ты вначале носишь или нет, но там вот у них есть тональник, я помню, он даже в тюбик как тональник, картиночку обязательно ставлю, оно выглядит также на лице. Тоже очень красиво, светоотражающий и очень функционально. Поэтому, пожалуйста, присмотритесь, я думаю, вам прям понравится. Далее, вот этот BB-крем. Фантастика. Очень классный. Если вы любите плотное покрытие, обходим стороной. Если вы любите матовое покрытие, обходим стороной. Если вы любите что-то легкое, нежное, CC, BB-крем или какие-то флюиды,
то смотрим. Он выпускается, по-моему, в 4 или в 5 вариациях, они все абсолютно разные, зависит от того, какого цвета упаковка. Это может быть голубая, зеленая, желтая, все они разные. Что-то там на баланс кожи влияет, что-то на увлажнение, что-то на, там есть несовершенство на коже и так далее. То есть это специально shimmering. Он уже с добавлением каких-то таких, да, частиц, которые блестят, но тем не менее это не смотрится вульгарно, это не смотрится как-то странно. Это просто выглядит подсвечивающе. То есть вот вы сейчас посмотрите здесь на мою руку, вы не увидите здесь каких-то блесток. Конечно, вы увидите за счет того, что я все остальное стирала, но просто смотрится как будто вот подсвечено. Да? И на лице смотрится так же. Его можно наносить либо пальчиками, вот вообще, ну прям, я плохо распределила, потому что я не хочу. Давайте вообще сейчас распределим. И вы увидите, что моя рука просто стала какой-то такой подсвеченный, красивый, отдохнувший. И также будет на лице. То есть вы можете носить его пальчиками, если вы вообще не любитель и не фанат какого-то, да, макияжа плотного. Либо вы можете носить его кистью, будет расход, конечно же, больше. Но, тем не менее, смотрится очень здорово. Он классно ведет себя на лице, вы не становитесь каким-то жирным блинчиком посреди дня. То есть он реально круто смотрится, он не слезает. И, кстати, единственное, что он немножко испаряется как будто бы с лица. Но такая фантастика. Я когда умываюсь, у меня мало средства там на ватном диске или на полотенчике для лица. Но, тем не менее, лицо какое-то крутое. Вот не знаю, может быть, пудра остается, тон куда-то испаряется, но вот если вы куда-то едете отдыхать, если вы не любите какие-то средства, да, которые утяжеляют вашу кожу, то тогда вот это прям очень-очень must-have-ная история. И теперь перейдем к самому важному. Как вам мои блески? Напишите, пожалуйста, потому что для меня это просто было открытие этого лета. Я каждый день практически была в этих блесках. Они мне так нравятся, я их так люблю, что я планирую их носить до того, как я не надену пуховик. Потому что, простите, но это просто слишком фантастически, чтобы этим не пользоваться. Это бренд Shiny Band, и у нас 5 мл в каждом из этих бутылечков. Что здорово, они очень бюджетные. Можно купить за 280, можно за 450. 450, по-моему, это их самая большая стоимость, скажем так, изначально. Но постоянно на маркетплейсах, на Wildberries, на Озоне, там у них вечно акции. Если берешь 3, то вообще тоже другая стоимость. И непосредственно я покупала один за 340, второй за 280 вообще. И это очень здорово. Они у меня уже порядка, наверное, 3-4 месяца, всего 6 месяцев срок годности, поэтому здесь, пожалуйста, не забывайте вовремя менять, хотя бы нюхать, потому что все-таки блески на глаза может какую-то аллергию вызвать. И главное, да, не наносить на глаза. Давайте договоримся, что мы наносим здесь, наносим какую-то стрелочку, наносим сюда на щечки, но стараемся не наносить близко к нашему глазу, потому что никогда не знаешь, чем это дело обернется. Конечно же, они говорят, что они гипераллергенные, конечно же, они говорят, что они супер классные, протестированные на всех, надеюсь, что не на животных, но все равно лучше не надо, лучше это все обойти стороной. То здесь здорово, давайте еще раз посмотрим. Это первое, что они на гелевой основе. Вы видите, да, что это такой гелик, который просто можно наслаивать в зависимости от того, сколько вы хотите блесток. Можно все это делать кистью, можно пальцем, я просто пользуюсь пальцем. И что самое удобное, помимо того, да, что вы варьируете, если вам что-то не нравится, вы можете там ватной палочкой или какой-то кисточкой убрать излишки и выстроить форму, которая вам нравится, но они не осыпаются, они фантастически ведут себя непосредственно на ваших глазах, и если там что-то пойдет не так, то вообще ни разу не было такого, чтобы они у меня осыпались, поэтому я думаю, что все пойдет так. И самое главное, что когда вы умываетесь, они очень легко смываются просто холодной водой, но главное, осторожней, да, вот не слишком усолим это близко к глазу, просто так осторожно я убираю блески и потом непосредственно уже занимаюсь тем, что выбираю остатки макияжа, все остальное, что у нас еще осталось. И давайте, наверное, ускоримся, но не значит, что мы не поговорим про мои любимые средства. Это кремовые тени, которые я просто люблю. В таких легких, нежных макияжах они смотрятся просто фантастически. У меня есть много кремовых теней, мы тоже с вами сделаем, наверное, что-то отдельное и поговорим. Это вот от Luxe Visage в оттенке 02 и 03. Это самые лучшие кремовые тени на планете. Они ведут себя просто невероятно, они не скатываются, они круто держатся, можно выстроить форму. И обычно кремовые тени, вот так бывает, что я думаю, как подложка, или может быть как спаркл, или как же его применить, чтобы он хорошо выглядел на моем глазу. И вот про эти ничего не могу сказать. Они просто фантастически красивые. Смотрятся, в принципе, как бутылечки, только более такие яркие, красивые. Но мы с вами вот в этом макияже протестируем 2 оттеночка из этих теней. Как раз посмотрим на сводчик, как они выглядят. И далее это эстрад. Я тоже планирую как-то отдельно все осветить, потому что здесь есть хорошие оттенки, а есть оттенки, которые тяжко наносятся. И здесь нужно быть осторожнее. Они, по-моему, чуть дороже даже, чем наши белорусские товарищи. Но, тем не менее, как-то вот с ними проблематичнее. Но я помню, что раньше все просто как-то... У меня вот этот, по-моему,
был изначально цвет 86, и все постоянно спрашивали, что это, потому что смотрится очень красиво, очень подсвечено. Главное правильно их наслаивать, и, в общем, обо всем этом поговорим, но, тем не менее, вот кремовые тени, я уверена, что у вас есть там свои любимчики, уши классные, простите, кремовые тени, да, ну, понятно, там Армани, Марк Джейкобс, это все, это вообще, это и богатство, которое уже почти не достанешь, но, тем не менее, кремовые тени, это прям то, что я очень сильно люблю. И давайте последнее, о чем поговорим, это о средствах для губ, и я здесь хочу рассказать вам про два блеска, это именно не маслица, это именно блески, они очень классные, этот немножко в нюд уходит, да, этот немножко уходит в что-то такое розовое, но не выбеливает губы, что мне очень нравится, потому что сегодня вот в этом макияже у меня тоже он присутствует. Вот, но они классные, они смотрятся аккуратно, они очень бюджетные, и если вам хочется, да, какого-то цветового акцента добавить, то прям здорово, красиво. Конечно, не ждите что-то как Fenty Beauty или что-то максимайзер какой-то, да, Dior, что вам дико увеличит губы, нет. Но если вам что-то хочется такое легкое, воздушное, то, я думаю, вам понравится. Ну и туши. Я про них рассказывала тоже. Те же самые мои любимицы. Это тушь от Stellary, тушь от Maybelline. Maybelline у нас в оттенке бургунди. Такой коричневый, благородный, красивый цвет. Они классно носятся, классно держатся непосредственно на наших ресничках и не осыпаются в течение дня. Я думаю, на этой прекрасной ноте мы с вами попрощаемся и закончим, потому что средств на самом деле просто огромное количество, которые я еще тестирую, пробую, люблю и расскажу отдельно про каждое вот из этих средств в каких-то дальнейших видео, либо некоторые средства вы уже видели на моем канале, например, да, эту палетку, эту. Поэтому приходите, посмотрите более подробно, сводчи, если вас что-то заинтересовало, пишите, и мы с вами еще раз обсудим. И я хочу напомнить, что этот макияж я планирую повторить на следующей неделе, ну, когда там у меня выйдет видео, потому что я думаю, что прикольно с вами все это рассмотреть, как оно работает в деле, более детально посмотреть сводчи. В общем, поэтому напоминаю, что если вам интересно, то, пожалуйста, скажите мне, и я обязательно сделаю. Друзья, что пришло время прощаться, наше традиционное. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что вам понравилось. Вы написали комментарий, поставили колокольчик, нажали лайк, все как мы любим, потому что это мне очень сильно помогает. Я серьезно говорю, что ваша подписка это просто для меня. Я лежу ночью, вижу, что на меня подписался как хороший человечек, и настроение мне обеспечено. Спасибо еще, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что вы подписались на канал, и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео, где мы посмотрим, как я делаю этот красивый, нежный, подсвеченный макияж, где главное здоровая, сияющая кожа. Спасибо и до новых встреч. Пока.